Я приветствую вас, с вами Лика. Желаю вам любви и гармонии внутри и вокруг вас, чтобы всегда было светло и тепло. Тема нашего расклада сегодня – тайны, которые от вас скрывают. Да? Давайте посмотрим ваше окружение, вообще сейчас в каких вы энергиях находитесь. Посмотрим, что сегодня скажут карты, о чем вам важно услышать. Что ж, давайте смотреть. Тройка кубков. Ну, скажу так, что вы находитесь сейчас в состоянии, знаете, когда или вас выбирают, или вы должны какой-то выбор сделать. Независящие от вас обстоятельства, возможно, создали вокруг вас треугольник. Может, выбираете между двумя мужчинами, возможно, между работой и личной жизнью. Ну, да, вам причинили боль. Мужчина. Для вас просто, ну вот все. Вы на него возлагали большие надежды и с ним порвали. А порвали, я говорю, скорее всего, потому что был треугольник. Либо обстоятельства, либо другая женщина. И сейчас вы почему-то все равно сидите перед выбором. Ну, вы женщина яркая, королева жезлов. У вас большой потенциал вот силы внутри. Если другие в каких-то моментах вот вообще жизненных ситуациях, да, сдаются, вы всегда находите в себе силы и идете до конца. Идете, то есть побеждать. Вы никогда не сдаетесь. У вас очень энергетика сильная. И сексуальная притягательная энергетика, да, для мужчин. Есть вот у вас такое, что вот мужчины не могут оторвать иногда от вас глаза. Даже чужой мужчина, говорю, проходит, когда вот он может завернуть голову, потому что увидит в вас то, что, ну, вот нет в других женщинах. Именно внутренний вот этот магнит. Я говорю, вы привыкли добиваться цели и всегда быть лидером. В большинстве случаев к вам приходят за советом, а не вы идете. Внешне и внутренне вы очень красивы, да, ну, красота у каждого понимания свое, да, но королева жезлов – это, безусловно, красивая женщина, которая за собой ухаживает, выглядит опрятно всегда. Миловидная, возможно. То есть не жесткие такие черты лица, да, а именно добрые, но четкие линии. У вас с мужчиной, я говорю, с мужчиной. То есть, вы знаете, произошло то, что вы расстались. Мужчина в вашу сторону смотрит, вы в его сторону смотрите. Но почему-то ваш выбор сейчас поставил его, ну, либо вы узнали вот о том, что, говорю, треугольник, что у него кто-то есть, сейчас будем смотреть, да. Ну, либо вы его так огорошили, поставив точку. Мужчина-император, сильный, властный. Правда, чувства не очень показывает свои, закрывается часто. И вот вам как-то хочется его спасти, бежать к нему, да, как бы вернуть его, так сказать. Но вы понимаете, что как бы вы уже не воскресить, что ли, эти отношения. И вот вы почему-то сидите и в ожидании, говорю, как выбора. Да, вы расстались, это все осталось в прошлом. Вы прям попрощались с ним, но для вас он до сих пор очень важен в жизни. Давайте посмотрим причину. Ну, у вас в окружении, да, в окружении было очень много недосказанного. Вообще много не знали. Вы зависели только от того, что он вам говорил, показывал. Как бы создав вам вот определенный мир, вы в нем жили. И не выходили за эти рамки, не знали многого вообще, что происходит. Ну, прошлое, все прошлое и прошлое у вас. А возможно, кто-то вам разбил просто ваше счастье. И вот так вот идет тоже, что вы были с этим мужчиной вот наполнены и счастливы. Но сейчас вас поставили в такое положение, что вы, во-первых, узнали что-то то, что вот
вам пришлось разорвать с ним отношения. Вы причинили ему и себе боль. Вообще просто все разрушилось. Это из-за женщины. Из-за женщины. Женщина вмешалась в вашу жизнь с ним. Возможно, его бывшая жена. Возможно, у кого-то проиграется мать. То есть та, которая имела на него влияние очень долгие годы. И вы не знали, понимаете, то, что он даже с ней общался. Если это как бы могло быть так, что он сказал, что он принимает сам решение, но она им руководила долгое время. Поэтому вот этот треугольник, я говорю, скорее всего, здесь вышло, что он с своей бывшей так и не порвал. Вы об этом узнали буквально недавно. И вас это прям разбило. Ну, его тоже, потому что, говорю, он не ожидал, что так будет. Ну, так, сигнификация говорит. Давайте посмотрим. Дальше. Да. Возможно, даже, говорю, вы остались одна, может, и дети есть, да, и с детьми на руках, с маленьким ребенком. Он за вашей спиной долго крутил с ней. Он сказал вам, что расстался, когда вы начали отношения, но это было не так. Он и с ней был, и с вами был. Ну, а вы до сих пор, я говорю, вы до сих пор хотите его вернуть. Вы идеализируете его настолько, что вот... Вы знаете, когда вот человек вот уже ушел, и от него ничего не осталось в вашей жизни, у вас в данный момент еще внутри все вот, что он вернется. Потому что вот вы считаете, что вы без него не сможете. Не выживете без него элементарно, как будто. Вот он ушел, все, и вы как будто канули просто. Жизнь закончилась, понимаете? Как будто все, я без него не смогу, у меня не будет ни сил. Тут и финансово у вас почему-то страхи, что вы не вывезете сами, да? Что рассчитывали на него во многих моментах. Но вы, говорю, до сих пор ждете его возвращения. Потому что любите. И вы знаете, у него есть чувство к вам. Вам было хорошо вместе, и вы прям верили в то, что вот он вас наполнял очень сильно, да, вот прямо вот, говорю, воскресил у вас все, что вот когда-то могло уже утихнуть и не возвращаться. Как вот в молодости вот это вот ощущение, что мир прекрасен, да, и когда влюбляешься. Как будто ты увидел, как бы говорится, свою половинку, ну, то есть нашел наконец-то того человека, с которым хочешь прожить эту жизнь. Давайте посмотрим, а что мужчина у нас скажет. Ну, ему, знаете, скажу честно, ему плохо. Плохо от того, что он причинил вам боль. И вот, знаете, идет так, что он хотел бы принести вам самые глубочайшие извинения, которые вообще можно, да, сказать, но он не видит в этом результата. Он думает, что, ну, уже как бы смысла нет. После того, что произошло, то, что вы узнали, да, узнали тайну, а вот у него, понимаете, ощущение, что все. Он только осознал то, что кого он на самом деле потерял. Вот скажу так. Если он играл вот на два фронта, да, она им манипулировала, возможно, там, может, привязки какие-то были, там, есть женщины, которые на разные могут, да, пойти, шаги такие, да, поступки, чтобы привязать к себе мужчину. Поэтому он метался между вами двумя. Но сейчас он очень сожалеет. Он потерял родную душу. Да, женщину, с которой он хотел связать свою жизнь, которая для него, ну,
очень важна. Причем то, что он к вам чувствует, с ним это вообще впервые. Там, возможно, вообще не было любви. Может, женились по расчету, да, были свои моменты, но у вас он именно любит. Давайте посмотрим, почему он вообще в этом треугольнике столько времени находился. Что же там такое было? Ну, я говорю, она им манипулировала. Возможно, вы знаете, у нее была такая задача. Она очень долго его завоевывала. И она его завоевала, возможно, говорю, и могла и приворожить. И, как сказать, принять участие в том, что вот знаете, как идет, что вот у него мама, например, есть, да, которая тоже имела влияние. То есть он как бы привык от ее мнения зависеть. Она сделала так, как бы надев маску, что идеально подошла как невестка. Мать в ней его души не чаяла, понимаете? И такое, то есть тоже мать на свою сторону переманила. Ну, я скажу так, что она непростая в том плане, что могла пойти на очень многое. Я говорю, и пошла на очень многое, чтобы его к себе привязать. Могла манипулировать, если у них есть дети, детьми манипулировать. Могла манипулировать, знаете, как, что я с собой покончу, да вплоть до такого. Именно манипулируя, угрожая себя как бы лишить жизни. Поэтому, возможно, он не мог никак ее еще оставить. И вот тогда он ушел потом к вам. Все-таки он рискнул, когда вас нашел. Но он как бы остался, я говорю, в ее мире. То есть, ну да, так и было. То есть он вас встретил, вас любит, к вам тянет. Но и ее бросить не мог, я говорю, по причине того, что она прямо манипулировала очень сильно им. Это женщина, которая вот прям реально истерила, делая все, чтобы он от нее не отошел. Я говорю, и здесь еще могла и магия быть. Ну, то есть привороты, бегала по мастерам, да, чтобы что-то сделать, то есть повлиять на его волю. Она прямо вот делала все, чтобы он не перешел порог их дома. Давайте посмотрим, что будет дальше, вообще какое развитие. Вот вы знаете, вот идет такое, что если он с ней не порвет окончательно, у него до безумия реально может дойти. То есть человек может съехать головой и натворить дел. Вплоть до того, что, говорю, она его просто уже, она его изводит. Она его подсадила вот на себя и изводит его. Я говорю, там и приворот, возможно, и сексом она его держит, то есть интимной жизнью, да, но у него придет, вот у него сейчас придет переломный момент. Потому что он так уже больше жить не сможет. Давайте спросим совет для вас. Я хочу просто посмотреть сейчас вас. Почему? Потому что вы стоите перед выбором, как я понимаю, ждать его обратно или нет. И я хочу сразу посмотреть, вообще нужно ли вам это. Потому что здесь очень все запутано. И очистить его, ему надо самому сейчас из этого выйти. Ну, видите, вот в планах у него как бы не было, пока, я говорю, у него придет переломный момент, ему придется принять решение. Иначе он в утопию, возможно, я говорю, и выпивать здесь начнет, и забьет на себя, на жизнь, да. Но, я говорю, вот треугольник. То есть здесь вот эта карта именно, вот когда вы понимаете, что вы сейчас уже знаете правду, вы не сможете с ней жить, зная, что есть еще и она. Ну, вот вы как себе представляете, да, это сейчас все. Я буду любить, наблюдать, подожду. Но вам это просто, говорю, принесет очень еще больше боли.
Вы эти страдания вообще не должны, по идее, нести. Скорее всего, это даже не ваш мужчина. Вы к себе должны отнестись сейчас по справедливости, понять вообще. Вообще, это вам сейчас советуют прекратить. Вот скажу так, я говорю честно, как есть, да? Вот как карты говорят. Вот это вот все, что вы сейчас на себя взваливаете, вам вообще это не нужно. У вас другая абсолютно судьба. Вы найдете своего человека. Он придет в вашу жизнь, ваша реальная половинка. Этот человек просто для опыта в вашу жизнь пришел. И вообще после предательства такого, как вы узнали, ну вы сами понимаете, что люди не меняются в таком плане. Если он долго вас так обманывал, и эта тайна либо вот-вот открылась, либо откроется, да, игра у кого-то проиграется так, что это вот-вот произойдет, что вы узнаете о том, что он до сих пор с бывшей женой, и там и мама его участвует во всех этих манипуляциях. Вы себе просто причиняете боль. Вам надо завершить этот процесс и выйти из него. У вас мужчина рядом в окружении есть, кстати, который вами очень сильно интересуется, но вы его не замечаете, потому что вы настолько... Причем он страстно к вам вот относится, он просто скрывает свои чувства. Но он и влюблен в вас, и вы ему интересны. Но вы настолько вот из-за этих чувств себя хороните, что даже не замечаете его в окружении. Оглянитесь вокруг. Возможно, это ваш человек. Вы не хотите, говорю, вообще сейчас вы думаете, что все это конец по поводу этого мужчины. Но это не так. У вас идет впереди солнце. Вот если вы сейчас это все прекратите, во-первых, у вас рядом есть уже мужчина, он хороший защитник, король мечей. Это человек, да, он скрытный, возможно, не показывает свои эмоции так, потому что, ну, во-первых, он видит вас. Это люди, которые вообще просчитывают все насквозь. У них очень рентген такой, знаете, вот эзотерический, скажу так. Они очень хорошо знают психологию и вообще людей чувствуют, но могут не показать этого. И вот у вас вот это состояние, что, говорю, вы живете, вот я там, вот здесь видите, как по этой карте, вот она сидит возле памятника и клятву дает. Но только не то, что она себя здесь защищает, а именно все, я буду сидеть здесь до конца, пока сама не пойду туда, да? Вот все у вас рухнуло, он упал, и вы хотите прямо вот так вот, как вот невеста, которую не взяли замуж, лететь вниз. Ну, это вообще все в вашей жизни, ну, сломает. А у вас впереди все нормально, у вас солнце впереди. Это не ваш мужчина. Я понимаю, что тяжело, но вам нужно при всем, вообще при всех возможностях его вообще вычеркнуть из головы и своей жизни. Кроме боли он вам больше ничего не принесет. А если вы надеетесь на то, что вы будете ждать его, я говорю, да, у него есть чувство к вам. Но я говорю, за столько времени он ни разу не принял четкого решения, что вы для него родная, он это видит. Но он не смог оттуда выйти. В конце концов, он мог вам рассказать, да, в самом начале с вами поговорить, и, может быть, вы вдвоем бы приняли решение. Но он этого не хочет, он как на два стула сидит, так и сидит. И пока он сам, понимаете, это не осознает, там неважно сейчас о магии мы говорим, о ее манипуляциях. Если бы он сделал конкретный шаг и сказал бы ей нет, она бы от него отстала. Ну, не сразу, конечно, но отстала бы, потому что он все-таки мужчина и победить бы ее смог. Но он не хочет этого делать. А вы так и останетесь наблюдать. В ожидании, что он вернется. Но и возвращения, я говорю, я его не вижу. Если вернется, он с ней все равно еще не порвет. Она его крепко держит. Ну а вам это надо? Вот задайте себе вопрос. Может оглянуться все-таки вокруг и посмотреть, что происходит. И тогда у вас вообще все в жизни поменяется, и вы получите такое озарение, что слава богу, что все это миновало. Пишите. Всегда очень жду, как резонирует у вас, да, откликается. И оттуда уже беру информацию, что мы дальше будем делать, да, какие расклады, что смотреть, какой мужчина у нас должен прийти на разговор, или вообще на какую сферу жизни нужны расклады. Пишите. Будем разбирать, будем смотреть. Благодарю вас, что вы остаетесь со мной, поддерживаете меня.
ставите лайки, остаетесь на канале. Это очень ценно. До скорой встречи!